Всем привет! Сегодня готовлю очень нежную курицу в сливочном соусе. Начнем с курицы. Нарезаем ее толстыми сочными ломтиками. Так она остается особенно мягкой и нежной. Вот за это мои домашние и любят этот рецепт. Он всегда получается вкусным и очень уютным, даже если готовить в самый обычный будний день. Ставим разогреваться сковородку с оливковым маслом, добавляем кусочек сливочного масла. И как только масло растает и сковородка разогреется, выкладываю кусочки курицы в сковородку одним слоем. Вот так. Аккуратно расправляю, чтобы все лежало ровно. Приправляю курицу солью и черным молотым перцем. Совсем немного, только чтобы подчеркнуть вкус. И теперь просто оставляю ее обжариваться до легкого золотистого цвета. Обычно хватает 5-7 минут, и курица получается ровно такой, как нужно, мягкой внутри и румяной снаружи. Курица обжарилась, переворачиваем кусочки и приправляем солью и перцем с другой стороны, тоже по вкусу. Оставляю еще на пару минут, чтобы появилась легкая румяная корочка. Когда кусочки становятся мягкими и золотистыми, аккуратно перекладываю курицу на тарелку и отставляю в сторону. Пусть немного отдохнет, так она останется особенно сочной. Теперь чеснок. 3 зубчика. Просто придавливаю ножом, вот так. И теперь мелко измельчаю. Мне очень нравится, когда чеснок раскрывает аромат в сливочных соусах. Он делает вкус теплым и более глубоким. Кстати, расскажите, вы любите яркий чесночный аромат или добавляете совсем немного? Отправляю чеснок в сковородку с кусочком сливочного масла и обжариваю буквально 30 секунд, чтобы раскрылся аромат. Готово. Отставьте сковородку в сторону и теперь нарезаю грибы. Беру шампиньоны и режу их крупными ломтиками. Мне нравится, когда в сливочном соусе грибы остаются сочными и нежными. Грибы идут в сковородку, они сразу начинают отдавать аромат такой теплый, глубокий. Обжариваем их до золотистого цвета примерно 5-7 минут. И вот в этот момент на кухне стоит такой запах, просто потрясающий. Грибы становятся мягкими, сочными. Теперь вливаю сливки. Соус постепенно прогревается и доходит до мягкого кипения. Не нужно, чтобы он слишком бурлил. Вот такой нежный получается. По вкусу добавляем соль и черный молотый перец. Соус уже, посмотрите, стал густым, нежным и очень ароматным. Такой грибной, потрясающий аромат. Кстати, если вам нравятся такие теплые сливочные ужины, напишите об этом в комментариях. Я всегда читаю ваши сообщения, они вдохновляют меня на новые рецепты. Мы возвращаем курицу в соус, пусть немного прогреется. И каждый кусочек курицы пропитается этим нежным грибным сливочным соусом. Немного тертого пармезана. Он добавляет ту самую нежную сливочность. Ну что, курица полностью прожарилась, грибы сделали соус густым, вкусным и насыщенным, очень ароматным. Осталось только добавить немного зелени. Мелко рубим петрушку и посыпаем наше блюдо перед подачей. Все уже готово, только посмотрите, всего 20 минут и вкусный ужин готов. Можно звать всю семью за стол. И вот на этом этапе блюдо раскрывается полностью. Курица уже стала очень мягкой, грибы напитались сливочным соусом, и все вместе получилось таким насыщенным, вкусным, ароматным. Этот соус густой, с легкой чесночной ноткой, идеально сочетается с пастой. Давайте попробуем курицу. Посмотрите, какая она мягкая, нежная, просто тает.
И у меня для вас есть еще один рецепт на тот случай, когда хочется чуть другого вкуса, но тоже быстро, вкусно и сливочно. У меня 2 куриные грудки. Разрезаю их вдоль пополам, вот так. Получаются аккуратные ровные ломтики курицы для быстрого ужина. Приправляю курицу солью и черным молотым перцем с 2 сторон. И немного втираю специи руками, чтобы они равномерно распределились. Ставлю разогреваться сковородку с оливковым маслом, пусть прогревается. На тарелку насыпаю немного муки, беру кусочек курицы и слегка обваливаю в муке. Тоже с 2 сторон излишки муки стряхиваю. Готово. Выкладываю курицу на горячую сковородку. Она сразу начинает тихо шкварчать. Обжариваем до золотистой корочки примерно 5-6 минут. А пока курица жарится, быстро нарезаю лук. Нарезаем достаточно мелко, чтобы он мягко растворился в соусе. Дополнительно немного измельчим его ножом. Переворачиваем курицу. Посмотрите, какая ровная золотистая корочка получилась. И обжариваем вторую сторону до такого же золотистого цвета. Готовую курицу перекладываем на тарелку и отставляем в сторону, пусть курица отдохнет, она станет еще более нежной и сочной. В ту же сковородку, где жарилась курица, отправляю лук и обжариваю 3-4 минуты до мягкости. Пока лук обжаривается, нарезаем шампиньоны. Нарезаем крупно, чтобы они держали форму. И мне всегда интересно, вы чаще готовите грибы отдельно или любите такие простые сливочные блюда? Напишите, как вы готовите дома. Грибы дают такой теплый, насыщенный аромат. Уже представляю, каким вкусным и ароматным получится соус. Обжариваем грибы 5-7 минут до светло-золотистого цвета. Так вкусно пахнет. Когда грибы уже подрумянились, добавляю чеснок. Я просто нарезаю его прямо в сковородку, вот так. Можно измельчить чеснок любым удобным способом. Главное, чтобы он отдал свой аромат. Обжариваем буквально 1 минуту и вливаем куриный бульон. Даем грибам немного покипеть. Сразу вливаю сливки. Сюда же добавляю щепотку мускатного ореха и натираю немного пармезана. Теперь соус аккуратно перемешиваю и довожу до легкого кипения. И в этот момент кухня уже пахнет так, что хочется скорее пробовать. Такой аромат всегда обещает очень вкусный ужин. Возвращаем курицу в сковородку. Кладем ее прямо в этот густой, вкусный, ароматный сливочный соус. И даем ей прогреться пару минут, чтобы все хорошенько пропиталось. Поливаю сверху соусом, вот так, щедро, вместе с грибами. Подавать можно с любым гарниром, с пастой, с рисом, с картофельным пюре или даже с легким салатом. Подходит все. Получается очень вкусно, аромат стоит невероятный. Нарезаю немного петрушки. Добавим ее в самом конце, перед подачей. И наш ужин уже полностью готов. Давайте посыпем петрушкой. И можно звать всю семью за стол. Такой рецепт всегда выручает. Готовится быстро, всего 20 минут, и всегда получается очень вкусно. Вся моя семья очень любит этот рецепт. И если вам понравились мои рецепты, сохраните себе, поделитесь, мне всегда очень приятно. И подписывайтесь на канал, впереди еще много вкусного.